Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Позвольте мне вас поприветствовать сердечно в Москве. Хотя для вас это не чужой город. Многие из вас все работают в России, работают давно. Я хочу поблагодарить прежде всего господина Дадли за инициативу встретиться в таком составе. Должен сказать, что подобная практика встреч с нашими партнерами из европейских, да и из других государств у нас реализуется на постоянной основе. Мы регулярно встречаемся с представителями бизнес-сообщества Франции, Германии, Италии, других стран. И, как правило, это помогает определиться с вопросами взаимодействия по самым разным направлениям, помогает нам понять, что беспокоит наших партнеров, если такое беспокойство есть, определить наиболее перспективные направления нашего сотрудничества. Но мы знаем, что за последние годы отношения между Великобританией и Россией находились и находятся, к сожалению, до сих пор не в самом лучшем положении, а между тем это мешает тем людям, которые занимаются позитивной работой. И несмотря на все проблемы межгосударственных отношений, нужно признать, что они существуют. Благодаря людям, которые настроены на позитив, у нас товарооборот между нашими странами, как это не покажется странным, растет. В 2017 году он вырос сразу на 23%. После того, как цены на энергоносители стабилизировались, в прошлом году он вырос еще на 8%, достигнув 13,7 миллиарда долларов. Накопленные британские инвестиции в российской экономике составляют сегодня 23,8%, а российские в британскую экономику свыше 11 миллиардов долларов. В нашей стране работает более 600 предприятий. Более 600 предприятий – это большое количество с британским участием. Это в промышленности, в самом широком смысле этого слова, в том числе машиностроение по разным направлениям, фармацевтики, в других инновационных отраслях. Энергетические корпорации России и Великобритании участвуют в добыче, переработке нефтегазовых ресурсов, сырья, производстве и транспортировке электроэнергии. Совместно реализуют и крупные проекты. Ну, я уж не говорю о том, что BP у нас является крупнейшим акционером в нашей ведущей нефтегазовой компании в Роснефти, но и участвует в таких проектах, как «Северный поток-2» и «Сахалин-3». Эксперты лондонского Сити участвуют в работе по созданию международного финансового центра в Москве, а лондонская фондовая биржа содействует притоку капитала в Россию. Ценные бумаги почти всех публичных российских компаний обращаются именно в Лондоне. Хочу подчеркнуть, что мы в России делаем все необходимое для того, чтобы иностранные инвесторы, наши партнеры, друзья чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и не испытывали чрезмерной административной нагрузки. Так, для информации хотел бы вам сказать, проинформировать. Россия вышла на 31 место в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного банка, поднявшись на несколько десятков сразу позиций за последние 5 лет. Сохраняется позитивная динамика по всем ключевым макроэкономическим показателям. В прошлом году ВВП страны прибавил у нас уже по последним подсчетам 2,3%. Рост промышленного производства был еще выше и составил 3%. В рамках национальных проектов в России планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Я не оговорился, речь идет о вложениях именно сотен миллиардов долларов, и здесь уверен, что и ваша компания могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой.
И реализация этих проектов будет иметь комплексный, как мы рассчитываем, синергетический эффект для динамичного роста всей страны, откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских деловых кругов. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить предпринимателей из Великобритании, которые всегда были широко представлены на Петербургском экономическом форуме, и в этом году принять активное участие в его работе. Он состоится с 6-8 июня. Ну вот на этом я вступительную часть закончил свое выступление. С удовольствием передал бы слово господину Дадли. Прошу вас. Well, thank you very much, Mr. President, for having us here today and inviting us for this exchange of views. It means a lot to us. It is very welcome, and I think it's a very useful initiative. The relationship between Russia and the United Kingdom is a very deeply historic one, and restoring it and nurturing it can only bring great benefits, I believe, to both sides. It goes back for half a millennium to the 15th century, and over that time, the ties between the two countries have been pulled in many different directions over that time. There have been times of great allegiance and high tension, but the connection has always endured, not least because of trade. As you outlined there, the statistics of trade there are quite impressive, because trade keeps open the channels of dialogues between two countries. Trade supports the growth and the prosperity, and is also an important bridge when other channels of communications close down. And in those times, you've always been able to talk to find common ground, and that's essential for restoring and building trust. In BP, we deeply appreciate the support you've given us over the years, Mr. President, as we built our relationships here in Russia over the last 30 years. And in that time, we've been able to grow our investment substantially, and we're deeply appreciative of the trust that Russia has placed in us to work with and help steward Russia's natural resources, and of course with our relationship with Rosneft. So with your support, Mr. President, we've gone from a single retail station in Moscow to the strategic partnership we have today with Rosneft. Igor Ivanovich, we're grateful to you for the opportunity to work with one of the world's great oil and gas companies and see our joint businesses grow in value as we draw on the professionalism and the expertise I think that each of us bring to the partnership. The world has changed profoundly since the 1990s, as have BP's interests here. We now account for, I think, more than half of the capital flows from the UK to Russia. That is a proud claim for BP. It's also a powerful illustration of the main point I'd like to make, which is that the UK is Russia's single biggest foreign direct investor, but that the majority of that investment comes from a company. And that means there is huge potential for the companies and other companies from across the UK and industries and sectors to grow, diversify trading connections between the two countries. Just to take one example, there are nearly, and you'll know this, Mr. President, but there are nearly 5,000 individual trading relationships between Russia and Germany. I think you said 600 between the UK. So that means there has to be a scope for thousands of UK businesses to do the same. And the more that can be done to foster and grow that mutually beneficial trading relationships, the more the lines of communication can be opened. And the greater the opportunity to build trust, reduce tensions, strengthen bonds, create jobs, economic growth. So as a group here, we are grateful for the opportunity to participate in the effort, restoring trust, support mutually beneficial relationships between our two countries. And I'm very pleased that such a broad cross-section of British business is here today interested in your views. Some of them have questions and comments. But again, thank you for allowing us to be here today. Спасибо.